принципиальный махач кандидата на шахматную корону, тогда он еще не был им, и первого в мире шахматиста всея Руси, планеты Пангея, галактика. Синдариуш пихает пешку Е4, это королевская пешка, показывает, что он готов бить по лицу сразу с двух ног. Магнус отвечает так себе, скромненько, защита пирца Уфимцева. В этой партии будет обоюдная атака при разносторонних королях, и кто-то возьмет свое, а кто-то не возьмет. Логично. d4, надо брать по центру, слон g7, конь c3, d6. Карлсон избирает скромный дебют, что позволяет белым захватить центр ходом f4. Конечно же, центр надо брать. Припетросяниваем пешечку. Берем под защиту поле b5, чтобы никакие здесь изверги не застолбили себе элитное поле. Конина на f3, и Магнус решается подвязать конинку, делает угрозу взятия коня на поле f3, чтобы потом пихунделя поиметь на поле d4. Например, если Синдариуш решит также приписюнить аккуратненько по-петросянски пешечку на b4, тогда можно уже тяпнуть на f3. И сейчас, если бить вот здесь ферзем, падает пешка на d4. Вот так вот. А если не бить на d4 ферзем, а бить пешкой, тогда сдвоенная пешка, сразу e5 последует, и ферзь h4, там будет угроза нифиговая такая. Поэтому надо аккуратно. На слон g4 Магнусятина что-то знает, и эти знания он здесь будет применять. Но Синдаров тоже не пальцем деланный, как оказалось. Слон e3, надо пихунделя защитить, развить фигурку. Конинка опять сюда выпрыгивает скотина. Вот и выяснилось, зачем был петросянский ход а6 сделан ранее, чтобы слон b5 сейчас не въехать. Тогда слон e2, хорошо, все в порядке, давай играть e6, аккуратненько, и ферзь d2. Джавахириус Синдариуш готовится бить по лицу с двух ног Магнусу, уйти в две клетки влево в длинную сторону и начать дикую атаку на королевском фланге. А что Магнуса? Магнус сразу бьет по центру. Если твой соперничек собирается проводить атаку на фланге, тебе надо бить по центру. Хорошо, e5 засунул, фиксируем центр и h5. Длинная рокировка коня 6. Магнус развивает своего коня на поле f5, чтобы усилить давление на d4, забрать там где-то слона. Большая пешка, в принципе, сейчас это, а не слон, можно ее разменять. Ух, закручивается какая-то вечеринка. Какая-то ситуация у нас закручивается. А ты не забудь лайк мне влепить. И также можешь, в принципе, не подписываться. Нахер тебе эта подписка надо? Хотя бы лайк влепи за разбор. Конь g5, на, пошла конинка, предлагаем размен слонов, разменялись, и конь f5. Магнусевич лепит своего скакуна на f5. Аккуратненько отошли, чтобы не менять эту большую пешку. Ферзь e7, Магнус немножко очканул делать рокировку в короткую сторону, ибо здесь уже активно готовится пешечный штурм с открытиями линий. Магнус также прижал немножко своего норвежского хвоста и решил свалить в длинную сторону. Пешечкой g3 Синдариуш укрепляет вот этот свой пешечный клин, и сейчас все равно у нас будет атака. Никто здесь не будет отсиживаться, отстаиваться, как бродившее вино. Ходом f6 Магнус решается немножко сделать легенький зевочек в этой партии. Сначала сюда, потом ладья d8, f8. И получается, что Магнус немножко профукал свое счастье. Выпускает или просто зевает. Ну и на старуху бывает проруха, как говорят. g4 позволяет Синдариушу завести раз. Коня надо куда-то брить. Получается следующий вариант. Если конь отступает на а6, у Синдара есть возможность забрать тут пешкой. Вилка на две фигуры. И если одной из фигур ты будешь забирать, тогда на тебе g5. Опять вилка на две фигуры. Вот именно такой детский полупокерный штрих зевается самым великим шахматистом всея Руси. И Скандинавии, конечно же. Фе забирает Магнус, решил депнуть коня. Деп успешно принимается Синдаровым, и вместо того, чтобы брать вот здесь пешкой, он решил напасть на конинку на поле f3. Хорошо, конинка на e5, элитное поле о себе. Синдарим, слон e5, фе забираем в центр. Gf. Что же у нас получается? У Синдарова лишний конь, но за этого коня он отдал две пешки. Если, в принципе, убрать все фигуры, оставить Карлсону две пешки, а Синдару конь, получится как минимум ничья. Хотя пешки даже могут победить. Поэтому сейчас с фигурами еще меняться не особо надо. Надо немножко подолбить пешки.
конинка f4 угрожает, вилка на поле g6, ферзь f7, Магнус защищается от этой вилки, b3 аккуратненько, чтобы двинуть, возможно, c4, d5, потом подготовочка идет к серьезным щам, сюда пошел, ладья g1, надо въехать на открытую линию и угрожать вилкой. Король b7, если сейчас поставить вилку, Магнус просто заберет ладью на h1, вот если сюда я гружу сейчас вилку, вот прям сейчас, Магнус заберет ладейку вот тут, я заберу вот эту ладейку и конина сюда упадет, поэтому такие вилки мы пока не ставим. Вместо этого Синдар забирает на h8, и ладья g6 погружает на e6, нападает ладьей. Конина вонючая отступает на d8, чтобы защитить вот эту вот пешку. Ладья f6 уже пора, мамаситу немножко щемить. Давай-ка ты забейся в уголочек сюда и потерпи там немножко. Слоник на e3, ферзь g3 выскакивает. Магнус подводит своего ферзя сюда к атаке, и сейчас первая горизонталь у Синдарова будет. Терпеть неприятности, ферзь d2. Синдар решил через c3 как-то действовать, подвести сюда что-то. На e6 также можно уже забрать. Вот здесь на e6 можно забрать. Ух ты, ё-моё, ферзь f3. Нападалова, ладья f8 на коня напал, конь c6. Вроде бы из-за черных есть атака, из-за белых, но конь c6 уже Магнус отдает пешку. Сюда ферзь f1 угрожает просто заехать сюда, в чресел этому королю, в зад. В попец ему тут пощекотать сзади. Ладья f7, Синдаров этого не боится, получает шахидос, король уходит и b5. Магнус имеет огромное желание засунуть b4, потом король уйдет сюда, ферзь a2, и там вообще матом запахло весной. Но находится еще шах, ладья c6, король на b6. И чтобы спасти эту партию, Синдар дает шах на c6. Сюда пошел и ферзь b4. Теперь нет никакого шаха. На c1 тоже нет никакого шаха, ибо кроет слон. И все здесь хорошо. В то же время как белый ферзь уже сейчас заедет и мат на c7 влепит этому королю. Поэтому у Магнуса большие неприятности. Он ушел королем и получает форсированный мат в несколько ходов. Ты, кстати, если еще не видишь этот мат, остановись, подумай, посмотри, как Магнусу делать. Черкани комментарий, как надо играть сейчас Синдарову. Проверь свой лайк, подписочку на канал. Ну и разберись в позиции, если ты немножко шаришь в этой теме. А первый ход это ферзь d6, давай. Напрягай свои извилины, думай, куда надо дальше ходить. Белым, конечно, на f8 надо ходить белым. Дальше король идет на d7, это единственное поле. И заключительный, выигрывающий ход в этой партии за Синдаря ты должен находить. Конечно, это ферзь f7. Получается, что сюда пойдешь, мат получишь на c7. А если сюда пойдешь, мат получишь на c7. Смотри также предыдущие не менее интересные видео. До новых встреч!